Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Сегодня будет наш старый знакомый, пиковый туз, Хербер. Я решил его вернуть, потому что на это есть много причин. Алексей Антонов под прошлым видео, там где я махал Дамаском, и Дамаск мне понравился, написал: Иванов, не мучься. Сколько бы ты ни тужился, ни пыжился, это не твое, завяжи, короче, дуй обратно на тэшки. Алексей, не сдамся. Не сдамся, и уж то-что, а это-то дело я до конца доведу. И не потому, что если я сейчас, допустим, остановлюсь, брошу все это, кто-то сможет сказать: а, Иванов зассал, и глядя на это, многие, может там единицы, может десятки, может быть сотни людей точно так же побросают. Нет, не из-за этого. Причин-то много. Слишком много я всего в жизни начинал, хорошего, и теперь оно не мое. Много я не довел до конца, что мог бы, а это доведу. И не из-за того, что, как я уже говорил, кто-то скажет, что я испугался и бросил, а из-за того, что душа просит. Вот реально просит. Вот я хочу этому научиться. Я этому научусь. Тем более, что парни понимают, многие понимают, чуть ли не большинство на канале понимают меня. Скорее всего, потому что они сами такие. И помогают в этом. Прямое тому доказательство, вот, пожалуйста, Андрей Левченко прислал такую красотулину. Да, несмотря на то, что я купил, но благодаря его стараниям эта бритва сейчас на канале. Посмотрите на Андрея с Черкас. Ну вот, если бы не он, я бы не смог вам показать сегодня таких чудных вещей. Мыло американское от VSP и итальянский автошейв. Люди болеют этой темой точно так же, как и я. Ну, не скажу, что яки болеют, это бизнес. Но тем не менее, и сегодня будет новый помазок от Яков. Вы, наверное, на крупный план. Смотрите, что там да как, а я начинаю. Ну вот, парни, сам себя еще раз проверил. Тест проходит. Но подозреваю, что не так бодро, как хотелось бы. Очень сильная подозра, что я носик завалил на ремне. Буду с этим разбираться. Пиковый туз Хербер, тот самый. Сдаваться не привыкли. Вперед. Сегодня загоню его еще один раз. А нам помогут мыло от компании VSP Америка, который прислал Андрей, Украина, и благодаря ему я теперь смогу вам показать целых две направленности. Это Формула Т и Растик. Формула Т — это жировое мыло, и компания его позиционирует как, ну, прям классика мирового жанра, то есть американского, и хочет показать, каким оно может быть прекрасным. Растик же — это веганское мыло, как компания еще номинирует крестьянское. Там взяли несколько составляющих вегетарианских и попробовали создать еще одно мыло. Сегодня будет жировое Байрум. По каким-то неведомым для меня причинам это самое дорогое мыло из всего того, что представляет компания. Если все остальные мыла из этой серии Формула Т стоят $14.99, $14.99, то это $17.99, 18 баксов. Почему? Я не знаю, ребята. Но вот сегодня и будем с ним разбираться. Мыло не очень твердое, легко проминается руками. Структуру сейчас я вам показываю, сами видите. Ну а состав, так, тут нет. Ну, он по периметру вот здесь размещен, но для упрощенного восприятия я вам сейчас где-нибудь тут размещу, из чего оно сделано. Вот с этим мылом его сегодня клинок и попробуем. Вся эта линейка подобрана благодаря Вячеславу Плаксию. Он посоветовал, говорит: Викторович, не пожалеешь. Ну вот и будем пробовать. И да, фурба. Фурба, конечно же, итальянская водичка. Ребята, по запаху, что пипец. Я понюхал, волосы дыбом встали. Как будет в работе, посмотрим. Компания номинирует его как запахом парикмахерской. То есть вот такой вот. Ну и посмотрим, как он отработает сегодня. Стеклянная бутылка, пластиковая пробка. Внутри у нас дозатор. Я думаю, что он будет не слишком экономный. Да в таких случаях это и ни к чему. Посмотрим, как отработает Smart Auto Shave.
Вот такая красота. Ну а наносить все это дело нам сегодня поможет первенец от Яки. Первый попавшийся вытащил, и оказалось это вот эта синтетика. Диаметр узла 28 мм, значит в душе он 26. Длина ручки 66 мм, длина узла 60 мм. Ну практически равнобедренный. Ручка удобная, с торца как и положено. А, да, вот 26. Торца как и положено. Яки Professional Shaving. Ну и набитость узла необычная. Еще на обзоре, на распаковке он мне показался каким-то не совсем тем, как раньше Яки делали. Вот здесь вот очень плотно набито, а здесь очень мягко. Посмотрим, как этот конгломерат и необычное сочетание сегодня поработает. Пока больше нравится. Что будет в работе, ну, будем поглядеть. Что ж, пошли бриться. Знаете, наверное, в качестве пришива я сейчас это мыло и использую. Почему туда вернул? Ребята, я не понимаю. Вот сейчас, если вот по тем 3 бритвам судить, которые уже прошли, то есть француженка от Константина Разершарп, пиковый туз от Андрея Левченко и Дамаск от Вячеслава. По выбриваемости, вообще по совокупности всех ощущений, француженка неоспоримо на первом месте. По выбриваемости к ней добавляется еще и Дамаск, потому что француженка и Дамаск меня побрили одинаково шикарно. Что ты там будешь мылиться или нет вообще? С одной лишь разницей. Ой, как пахнет. Что после Дамаска видели, что там на лице было? Вопрос. Как можно Дамаском побриться так, чтобы вот этого не было? То ли руки мои крюки кривые, то ли сталь для меня слишком жесткая. Сам для себя я еще на этот вопрос не ответил. Но после Дамаска, так же как и после француженки, тут ловить было нечего. А вот пиковый туз наоставлял, много наоставлял. Вначале у меня было подозрение, что притупился пиковый туз. Седина седая, пустотелая, жесткая. Ну и, скажем так, не самый лучший вариант для бритья. Любого. Хоть клинком, хоть тэшкой. Но поговорили об этом с Андреем. Он говорит, да нет, ты что, сталь-то? О, огонь. Не могло такого быть. Не притупилось, вряд ли. Вот подумали, погадали. Возможно, это заточка Андрея усредненная. Усредненная, дабы многим подходила. Но бывает же такое, многим, не значит всем. Бывает же такое, что, наверное, кому-то и не подходит. Точно так же, как вот от каждого конкретного заточника заточка всем не может подходить. Ну, люди все индивидуальны, а заточник делает свою заточку, как для многих, чтобы в большую процентовку попасть. Ну вот как вариант сейчас еще раз побреюсь, и если вдруг что-то там, ну постараюсь с Сергеем с Новосибирска договориться и ему отправить. Так вот, я еще раз ее прогнал на ремешке, никому не отдавая, и сегодня попробую. Но с учетом тех мелочей, тех замечаний, тех нюансов, которые вы все написали под видео, которые мне рассказал Андрей Левченко в разговоре по скайпу, который написал Игорь с Нефтеюганска. И сейчас попробую все это применить. Что именно? Во-первых, уберу длинные стежки, длинные проходы. Постараюсь все делать короткими, только кистью и по возможности веерообразными, чтобы как коса работала. Потом надо что-то вот с этой частью придумать. Если вот с этой благодаря Андрею разобрались, он рассказал свой способ, у него там волосы растут точно так же, как у меня, вот так к уху. И чтобы против роста на 3-м проходе их пройти, там ПВЕ надо. Но не каждой бритвой так получается, так как он делает. Он берет, натягивает, когда волос дыбом, он вот так вот секательным пытается это сделать, и у него получается. Ножевой хват у него при этом. Опять же, Игорь много подсказал. И сейчас попробую вот это вот, попытаюсь все применить на практике. Ну и посмотрим, что из этого получится. Зачем мне это вообще надо? Ребята, объясню. Не может быть, чтобы шикарный, обалденный инструмент, который очень и очень многим нравится,
от которого многие и многие в восторге, в моем конкретном случае вот так себя показал. Это, это же не бракованная бритва, это же неплохая заточка. А у меня вышло так. Почему так? Я хочу в этом разобраться. Потому что я эту бритву, я ее люблю. Люблю за ее внешний вид, люблю за ее вес больше, чем 60 килограмм. Люблю за ее фактуру, люблю за то, как она в руке сидит, люблю за то, как она выглядит. Ну, ребята, ну это интеллигентский, ну Барза интеллигентский инструмент, ну вы сами видели. То есть, ну, кто еще не видел этого обзора, ребята, я ссылку под видео оставлю, сходите на канал Андрея Левченко, посмотрите. Это не бритва, это мечта. Я хочу, чтобы эта мечта в моем конкретном случае стала явью, заработала, а не вот так вот куца получилось, как это было в предыдущем обзоре. Это, я бы сказал так, это мое желание реабилитироваться в ее глазах. Доказать, что, ну да, криворукий, да, учусь, ну да, некоторые вещи делаю через жопу, но это пока. И сейчас я со всей душой постараюсь сделать это по-человечески. Кто-то скажет: Иванов, ну у тебя есть француженка, он на худой конец Дамаск, раз уж, да, он тебя там жалит, но тем не менее бреет. А зачем тебе с этой выделываться? Ребята, я уже ответил, я ее люблю. Я ее люблю и хочу, чтобы она меня тоже полюбила. Вот этим сейчас и пытаюсь заняться. Так, ну ладно. Помазок мы набрали, пену будем наводить на лице. Загрузили. А сейчас компресс и в путь, что тянуть-то? На компрессе сидячи, опять мысли хорошие в голову пришли. Мне очень сильно понравились слова Романа Яковлева в его замечательном видео о становлении. То есть, когда он с тэшек переходил на клинковые, и он там сказал одни слова. То есть, так как я сам ничего не знаю, мне же надо было на что-то опираться. И вот я решил, что я буду опираться на опыт Вячеслава. Русский Дамаск, русская бритва. Так вот, парни, я еще богаче. Кроме Вячеслава, у меня есть еще 2 Игоря. Плюс, у меня есть Урмас, у меня есть Андрей Левченко. Это все те люди, которые в бритье клинковой знают покруче моего и побольше моего. И которые все мне пытаются помочь. Так что не может быть, чтобы я со всем этим не совладал и не справился. Тем более, что кроме помощи этих хороших людей, у меня еще есть свое очень большое желание. Помазок. Ребята, вот так вот если зажмуриться, и вот так вот дай тебе в руку, чтобы ты тын-тын-тын-тын-тын-тын, ты бы в раскардаш вошел. Потому что в работе это барсук по объему, как он тебя объемом колбасит, но он, зараза, не колется, как барсук. Вопрос, а чем же я, вот так вот, если с закрытыми, а чем же я себя мылю? Вот это было бы загадочка. Пока нравится, что будет дальше, посмотрим. Мыло. Ну, посмотрите. Тут какие комментарии нужны? Хлопцы все хором говорили, что шибко густое не надо. Сейчас постараюсь его разбавить. Ну, вот так вот. Как говорят в Финляндии, белиссимо. Ну, это ж прям, борода Деда Мороза. Так, ну что, с Богом. Так, если не забыли, короткими стежками, по максимуму стараться везде подтягивать кожу, ну и кистью, не рукой. Ребята, Вячеслав, ты мне насоветовал, Плакси, я про тебя, ты мне насоветовал, возьми формулу Т и клинок, обалдеешь. Ты в курсе, какое у него пускольжение?
Даже пройдя клинком, там остается 2 килограмма мыла. Как шкуру-то натягивать? Ребята, там по скольжению, ну что пипец. Там реально дофига мыла. Так. Ну, с одной стороны это да, думай, голову чеши, как ты будешь натягивать. А с другой, это ж хорошо, смотрите, как скользит. В прошлый раз тоже хорошо начиналось. Но, видимо, на втором-третьем проходе в прошлый раз я голову потерял. Сейчас я постараюсь ее оставить холодной до самого конца. Какой же замечательный звук она издает. И как я хочу, чтобы она пела не только для вас и для камеры, но и для меня тоже. Победю, победю. Ну, все правильно, широкая лопата под носом вы не просто, но жалко, в начале видео не акцентировал. И несмотря на то, что Дамаск, помните, мне тогда шею как хорошо в красное вогнал. Но сейчас перед бритьем вообще великолепно. Уже через 2-3 часа у меня была обычная нормальная кожа. Это что такое? Сори. После теста прилепился, что ли? Так, вот тут что-то не так. Кожа уже сухая вся. Ввиду того, что я, наверное, слишком медленно все это делаю. Ну, сейчас воды немного прям на лицо нанесу. И с того же помазка еще раз все и забабашу.
скольжение просто убийственное. Ребята, ну реально тут всего дофига. Да. Не часто, но все-таки с таким сталкиваешься. Запах, да, байрумовский. И бои чувствуются не просто перец, корица, а вот именно листья бэя, лавр. В смысле не лавр, а вот чувство, вот синоним чувствует, что родня пришла. Вот такое. Даже несмотря на то, что лицо намочил, все равно хочется пожиже сделать. Недавно смотрел обзор Александра Сополи. Вот нечто похожее напоминает. Ну, несомненно, его мыло-то покруче будет. Мне понравилось его выражение. Да что про мыло говорить? Оно, говорит, самое лучшее. Вот. Это человек, который любит то, чем занимается, и любит то, что делает. Это лишнее подтверждение тому, что если уж он делает что-то с любовью, то, ребят, какашка, это практически невозможно. Так, сюда мы еще вернемся. Теперь надо вот с этим местом разобраться. Таким же хватом там уже не пролезет номер. Ну вот, часть все-таки собрал. Так, это в конце. Я понимаю, что это по классике. Здесь самые жесткие нужно оставлять и в конце их сгребать, но, чтобы они там откисли побольше. Ну, ребят, положа руку на сердце, как многие это делают. То есть вот как бреют, так и бреют. Уже в памяти это отложилось именно в этом месте. На прошлом видео я себе этим самым дамаском камильфо устроил. Это нереально с этим мылом натягивать кожу. Она вся в мыле, реально в мыле. Так, а Чукча хитрый, я же сегодня камешек прихватил. Так, чуть-чуть намочу. Угу.
сейчас пытаюсь совет Андрея в жизнь воплотить. Он здесь берет ножевым хватом, вытягивает вот эту вот часть и так аккуратненько вот так вот кистью тынь-тынь-тынь-тынь. Уже подсохло все. Да, Андрей, не по-твоему, да, сверху, хоть ты и говорил, не ставь. Но тут я по-будулаевски. Будулай это место так проходит, и что-то вот оно мне как-то запало. Пока лучшего не найду, наверное, на этом и остановимся. Так. Угу. Ну, Байрум настолько явственно чувствуется, что ребят уже на втором проходе я чувствую, что что-то он мне уже поднадоел. Ну все, одни усищи остались. В эту сторону. Неправильно. Вот так правильно. Совершенно не уверен в последних 30 секундах своей работы. Что-то мне кажется, как-то это через пень-колоду. Ну, потом проанализирую. Я думаю, вы первые это проанализируете, мне тут накидаете. Сейчас третий проход. Вот оно. Вот так вот. Вот смотрите, третий проход, а все еще шапка Деда Мороза. Ну, в смысле, борода. Мыло невозможное по скользящности, по структуре. Ну, конечно, неординарное мыло. Это, конечно, не отвечает на вопрос, почему оно дороже всей остальной линейки, потому что я больше чем уверен, что и в другой линейке все точно так же, только запахи другие. Но все-таки интересно, интересно.
Третий, завершающий. Ну нереально. Тут натягивать нереально. Слава тебе, Господи. Ну, вот здесь, вот так они сейчас растут, их надо вот так снять. Здесь камильфо, здесь только вот туда растут, их вот так надо снять сейчас. Попробую сейчас зацепить. Здесь хорошо, здесь изумительно, только вот здесь осталось. И все. Ребята, с тем, что было в предыдущее бритье, вообще рядом не стоял. Совершенно, от слова совсем. И меня это радует. Так, ну давайте сейчас добривочки устрою. Все. Это сейчас последние штрихи и автошейв. Ну как тебе? Ну, Андрей советовал даже, говорит, если сможешь захватить, тяни. Ну как с таким мылом? Тут реально это
Но это вот, знаете, поговорка «без мыла в жопу залезет». Это значит что-то очень скользкое, хитрое и вот такое. И вот здесь вот очень скользкое. Аналогию вы поняли? То есть здесь ухватиться за что-то, ну просто нереально. Чуть-чуть вот здесь. Все. Довыеживался, цепанул маленько. Ну вот, это уже получше. Все, ребята, компресс, автошейв и заключительное. Фух. Ребят, что-то я сейчас решил себе изменить и холодный компресс сделал. Но и несмотря на холодный компресс, все равно хорошие мысли в голову полезли. Так, ну раз уж камешек здесь, может быть так и пробегусь сейчас. Я бы не сказал, ну да, щипет, но я бы не сказал, что дерет. В лучшие времена, когда я себе тут весь хохотальник разносил, я прикасался вот этим камнем, фух, я вам скажу, там было, да. А это так, слегонца, смываю нафиг, не люблю я его потом. Раньше было пофигу, а сейчас не люблю. Он когда высыхает, кожа сохнет и становится такой, знаете, несмотря на то, что у меня комбинированная, жирная и нормальная, но тем не менее все равно вот этот лишний белый, вот этот противный тягучий, который все стягивает, он как бы не камильфо. Итак, автошейв, фурба. Это работает уже 4-й или 5-й раз. Как только нюхаю, сразу волосит дынсь. Но это значит не нравится, это значит хорошо. Посмотрим еще, как работать будет. О, ребята, зря я на дозатор бочку гнал. Я думал, будет плюхать по полной. Нет, он вполне себе такой здравый. То есть, если какой-то объем приличный вам захочется вытрясти, вам придется постараться. Просто так он не сдастся. Не-а. Ну, поехали. А алкоголь-то где? Обещали алкоголь. Не, ну что-то да, что-то есть. Но на аппарат не тянет, зато уходовые ребята. Я прям чувствую, как руки шевелятся из-за того, что они там бегают. Уходовых тут полно. Что-то такое терпкое. Несмотря на бирюзовый цвет самой жидкости, я думаю, что это сделано в угоду Флойду. И многие знают, что Флойд стал лидером, и многие от него фанатели. Поэтому продолжают выпускать жидкости и обязательно что-нибудь упоминают, какое-нибудь сравнение с Флойдом. Вот там, дарам, Флойд, кому нравится Флойд, понравится это. Ребята, это само по себе. Это к Флойду никакого отношения, кроме как цветом, вообще не имеет. Запах совершенно другой. Он какой-то цветочно-древесный. Таких светло-коричневых тонов. Вот представьте себе дорогое, умощенное маслами дерево.
И при всем и при этом вас не прибивает, знаете, тяжестью эфирных масел, допустим, той же самой древесины, так, и ты тащишь, она тяжелая, тебя аж гнет к земле. Нет, это что-то легкое такое, знаете, как вот с бабочками, что-то с крылышками такое порхает и такое же вкусное. А уже на излете такое ощущение, что эта деревяшка упала уже в какой-то совершенно чистейший прозрачный ручей, куда-то несется на цветочную поляну, где вот это вот буйство разнотравие просто сшибает с ног. Ой, какой хороший запах, ребята. Запах фантасмагорический. Вы знаете, я, наверное, все-таки уже даже жалею, что в свое время так хорошо отзывался о Флойде. И вначале я почему-то в голову себе вбил, что из-за меня он стал такой популярный, потому что я тут про него дифирамбы пел в рост. Ну, знаю сам за себя, личность восторженная, если что-то нравится, ну, теряю берега. Начинает нести во все стороны, то есть вот просто пяткой в грудь и все, отвалите все, это вещь, это классно. Ну, ребят, ну рано или поздно это кончается. Любая эйфория, как бы прекрасна она ни была, она должна завершиться. Иначе ты всю жизнь так в эйфории проплаваешь, а это неправильно. И ввиду того, что Флойд стал вот таким вот популярным, сейчас получается, что вроде как, знаете, вот или примазываясь к его славе, или оправдываясь, что да, ну вот мы не хуже. Хотя вот посмотрите, ребята, может быть настало время просто забыть про этот Флойд и идти уже дальше. То есть старый багаж, как итальянцы делают, ух, в окошко. А с новым багажом, кстати, итальянцы мудрые люди. Давно известно, если ты хочешь новую мебель, выкинь старую. Тогда она точно появится. Хочешь новую кофточку, там штаны или еще что-то, выкинь старый. Хочешь новый компьютер, правильно, выкинь старый. И новый появится через пару дней. А так долго не будет появляться. Вот, приходит новое, и очень интересное, и очень классное. Но я теперь уже умнее. Я теперь не буду петь дифирамбы. Потому что опять что-нибудь как вот так вот получится, а потом его как перестанут выпускать. И все будут меня заваливать и в ВК, и в личку, и везде. Иванов, а где взять? А я хз, где взять? Ну нету уже. Нету. Не продают. Ребята, это не подобие Флойда, это не заменитель Флойда. Это тот продукт, который вполне себе может сидеть на одной лавочке с Флойдом, свесив ножки, так, не высокомерно, не пренебрежительно, не вот так вот через губу, там, ты кто такой, вали отсюда, давай, до свидания. Нет, а чисто по-карифански, по-дружески сесть на лавочку и рядом спокойно, на равных разговаривать. Это ничуть не хуже. Цвет, ну да, такой же, ну простите его за это. Зато запах совсем другой, ребята. И запах шикарный. Итальянцы не звездят. Здесь что-то и от парикмахерской есть. Ну, блядь, вот извиняюсь, вот зачем нюхал, опять волосы дыбом. И что-то от парикмахерской, и что-то от прекрасной поляны, куда тебя просто вот так вот, как в детстве, вынесло. И стоит вот это вот красивое дерево, а рядом какая-то деревяшка коричневого цвета, ты ее понюхал. Вот поймут меня те люди, которые, приезжая впервые на юга, у торговцев на улице берут кусочек сандала, там, я не знаю, пенек, веточка, палочка, шкатулочка, да что-нибудь, нюхают и восторгаются, как так может пахнуть дерево? Да, ребята, может, потому что это, мать его, сандал. И вот здесь вот есть такая деревяшка. Плюс ко всему, она еще красиво приукрашена цветочными запахами, не химозными, не вычурными, не какими-то, знаешь, такими, и все вот тебе так вот, знаешь, и у тебя пыльца на лице. Нет, а вкусными. Хороший автошейф, Андрей. Блин, огромное тебе спасибо. Интересная штука. Ну прям вообще. 5, однозначно 5 за все. 5 за фактуру, 5 за оформление. Хотя, в принципе-то он стандартный, тут чем-то таким особым не выделяется. Но, тем не менее, скажем так, бедненько, но скромненько, но чистенько. Вот молодцы. А с другой стороны, хороший продукт. А зачем еще переводить там какие-то лишние вложения на все вот эти вот оформления? Лишние деньги за это платить? Зачем? Вот 5 полностью за все и еще 2 балла добавил бы за запах. Вот 7 баллов я бы вот этому продукту поставил.
За всей этой бельбердой забыл сказать за уходовые. Ребята, несомненно, они есть, потому что при нанесении я их все чувствовал. Да вы сами это всегда чувствуете, когда нечто подобное наносите. И понимаете, что у вас в руках не просто влага, а что-то там такое есть, и вы это что-то такое размазываете. Потом проходит совсем немного децл времени, и это что-то такое превращается в липкое. Думаешь, ну все, сейчас звездец так и останется. А нет, останется у плохого, а у хорошего вот как сейчас. Прошло сколько там, 3 минуты, и нету нифига. А взамен бархатная, нежная, приятная, шелковистая, бархатистая кожа. Все. И в какую ты сторону вот иди, у тебя везде шикардос. Это же хорошо, это же здорово. 7 баллов однозначно. Помазок, ну в замыло надо было, ну раз уж помазок взял за помазок. Достойное творение Китай-прома, ребята. Кто бы что ни говорил, но яки, блин, чему-то там учатся. У меня еще из синтетики не было ни одного такого помазка, который я с закрытыми глазами мог бы спокойно перепутать с барсуком. Но не было. Почему? Потому что он его ядрит, мадрит, тут делает шарик. Шарик. Я работаю шариком. То, что дают все помазки яки, то, что дают помазки мужского материка. Шарик. Шарик. Он здесь есть. И при всем при том он не колется. Не колется. У барсуков, ну, децл, хоть чуть-чуть, хоть маленько, но все-таки будет что-то такое, что будет вас подкалывать чуть-чуть, чуть-чуть. А здесь нет, нифига. Здесь получается мягкий барсук. Ну, в смысле, ласковый, нежный. Вот это вот удивило. И при всем при том, за внешний вид, ну, конечно, любитель. Ну, какой-то он, знаете, такой аскетический, выдержанный. Ну, прям, не, ну, я понимаю, если ты там на бал куда-то там в манишке, в бабочке, ну, это да. Там решить представиться, ты поручик, ну и все, и понеслась. Ну а здесь-то какой бал? Здесь все по-свойски. Бам, мордой в пену и вперед. Ну вот так. Если вас вид вот такой не чурает, ребята, достойный выбор. Более чем. Я не знаю, сколько это будет стоить, потому что все те 5 видов помазков, которые прислали яки, они бесценны. Цены нет. Их на сайте еще нет. Когда они их вывесят, ребят, я не знаю. Все, что я смогу сделать, это просто размещу ссылку на сайт яков. Если хотя бы один из них найду, конечно же, да вы и сами можете поискать. Но если найду, я ссылку размещу обязательно. Но я зашел, ни на одного не нашел. Чего к чему? Если они прислали их на обзор, ну, так будь ласка, хотя бы дай какую-то информацию. Но я не думаю, что это будет дороже или дешевле, чем все остальное. Скорее всего, это будет на общем уровне где-то. Примерно, прикиньте, синтетика 26 мм, вот и вам станет примерно понятно, сколько это будет стоить денег. Отличный, шикарный, обалденный внешний вид на любителя. Все остальное зачет, однозначно зачет. Мыло. Мыло, ребята, и радует, и удручает. Давайте, наверное, с того, с чего удручает, потом с чего радует, и вроде как оно так, знаете, и правду сказал, и замылится. Удручает запах. Я люблю байрум, я его обожаю. Байрумов много, всяких разных направленностей. Кто-то использует листья бэй, кто-то забивает на это дело, использует листья лавра, кто-то там манипулирует со всеми составляющими, которые входят в этот напиток. Это и перец, это и гвоздика, это и лимонные корки. Чего там только нету, ребята, 100-500. У меня вот своих байрумов 15 штук на работе стоит. На ямайском роме, все как положено. Но это в серию не пойдет, нет. Если буду делать, то буду делать другой. Потому что ямайский ром это такое, знаете, слишком уж ямуховое. А здесь же, я не знаю, насколько это вот это близко к действительности, ну к реальному, то есть, так сказать, оригинал. Но здесь, во-первых, листья бэй, во-вторых, перца как такового я здесь вообще не почувствовал. Здесь вот так вот, знаете, да и ямайского рома-то как такового я здесь практически не слышу. Ну вот листья бэя, ребята, ну они реально доминируют. Кто это любит, кому это нравится, ребята, это ваше мыло. Но лично мне на втором проходе это листья бэй уже, бэй. Да вы заебэй уже. Вот просто вот пахнет, ну вот сколько уже, можно-то уже. То есть вот это единственное, что меня вот несколько отворачивает от этого мыла. Я не стану за это снижать оценку, потому что ну это ну, сугубо имховое, индивидуальное. Ну тебе не нравится, не нюхай. Вот мне нравится, я буду нюхать, правильно? Ну вот, а все остальное, ребята, ругать-то больше не за что.
тут есть только хвалить. Ну еще одно, Децл такое можно поругать. Это если вы бреете с клинковыми, блин, благодаря его по скольжению, я не знаю, как вы будете себе шкуру натягивать. Я уже и ногтями с дуру подстриг вчера, не надо было, потому что тянуть-то как-то надо, оно скользит. Это что, вот каждый раз ты клинком прошел, потом зацепиться не можешь, что подмывать это место, что ли? Как-то, или каждый раз за камешек хвататься? Ну, вот. Пенообразование 5, структура пены 5, долгоиграющесть 5, внешность пены, хоть сейчас на парад, блин, там, я не знаю, там, какой-нибудь фестиваль, потому что выглядит кошерно, долгоиграющий, стояк до самого конца. И бодренький такой. Я даже думаю, что нет смысла делать с этим мылом ту серию, которую сейчас вот стали делать на канале. И, по-моему, она людям не очень-то зашла. Там сбить, посмотреть, сколько он будет через полчаса, через час. Потому что он победит в легкую. Здесь все в порядке. Но, ребята, как же скользит инструмент. Он реально скользит. Я не знаю, чего они туда такого там напихали, но скользит не только инструмент, но и та шкурка, которая после этого инструмента остается. Потому что там по скольжению, что пипец. Но есть маленький нюансик. Влагу любит. Если вы, допустим, провели, ну еще, ну я не знаю, ну секунд 10-15 вы там еще можете провести. Мыло будет нормально. Но вот позже кожа высохнет. Высохнет махом. И если вы захотите по этой коже провести еще раз инструментом, у вас будет два пути. Первый, это берете помазок, наносите мыло снова. Второй, возьмите сам инструмент, смочите, чтобы он был мокрый. И тогда только ведите, потому что кожа будет сухая, впитывается махом. Обалденное, шикарное, замечательное, непонятное для меня мыло, потому что оно дороже на 3 бакса, нежели вся остальная линейка. С оригинальным запахом, который тоже не каждому, я вам скажу, зайдет. Но это каждый сам разберется. Ребята, это достойно уважения. Уважение, и если вдруг у вас появится такое на полке, то, блин, вы жалеть-то точно не будете. Достойное приобретение за 18 баксов. Хотя... вся остальная линейка за 15. Посмотрите, если вы не так уж пищите от этого запаха, может вам смысла-то нет брать именно такое. Вполне себе можно взять другое на 3 бакса дешевле, тем более размеры одни и те же, как я понял. Поэтому смотрите, будьте внимательны. Шикарный продукт. Андрей, спасибо тебе огромное. Клинок. Еще одному Андрею хочется сказать спасибо, потому что вот сегодняшнее бритье я не могу назвать идеальным. Знаете почему? Да не почему. Я сейчас побрился не хуже, чем француженкой, не хуже, чем дамаском. Выбрился точно так же. На красноту смотрите сами. Могу ли я назвать это бритье мягким? Да. Первые 1-1,5 прохода. Дальше уже приходилось тыринь-дыринь. Выеживаться. С чем это связано? Я думаю, что с моими руками, с моей техникой, с моим подходом к сути вопроса, потому что инструмент неординарный, лопата еще та, видели, да? То есть это полный размер, и тут нужны определенные навыки, сноровка, зарядка, тренировка. Как говорил кто? Правильно, Черчилль. В комментариях напишите, кто это говорил. Я знаю, не кидайте тапками. Мне просто интересно, знаете ли вы. Так вот, ребят, я не могу сказать, что вот сейчас, вы знаете, прям вот я в восторге. Потому что, ну, чуть-чуть потов сошло. Но вот здесь вот так вот, если вот так вот сделать, вот так вот, то я что-то могу еще почувствовать. Вот в этих местах все она еще хуже, чем француженка и дамаск. Дамаск и француженка здесь лучше собирает. Но я думаю, это связано с ее лезвием, с ее кромкой, потому что вот тоненькая какая, да, ну а здесь солома по сути, седой сухостой. Может быть, из-за этого. Буду разбираться. Может, вы что-то в комментариях подскажете. Но то, что вот если бы я с самого начала первый раз так побрился, не было бы у меня этого минора, не было бы у меня этих расстройств, не было бы вот этих вот межгалактических переговоров, там Эстония, Украина, Россия, вот все вот эти вот все не было бы, потому что бритье сейчас обалденное. Я понимаю, за что любят этот инструмент, потому что он может брить хорошо. Но это не та бритва, которую вы с наскока раз подлетели, ха-ха-ха. Хоть какой-то минимальный навык вам здесь нужен. Француженка мне прощала многое. И она легко и ветрено, как истинная француженка, дала мне все, что я хотел.
И мне было хорошо. Дамаск, он как свойский уральский парень такой, ну на тебе, но я тебе вот за твои кривые руки бока намну маленечко. И он мне тут автошейф, красношейф оставил чуть-чуть. А вот это вот, блин, немецкая фифочка. Ее поуговаривать-то придется. К ней нужно будет найти подход. Деликатное такое какое-то вот обращение. Но, когда вы найдете, ох, ребята, как вам она по-немецки затараторит. И шприхен зи дойч, и найте вам Морган и Гутен так, и там шнапса забита, там куда-нибудь, что-нибудь там еще прям, ух, хорошо будет говорить. Но вначале найдите с ней общий язык. Только после этого вы сможете... Ну, это вот мое сейчас такое мнение, это не вердикт. Это вот сейчас я так думаю. Что будет через неделю, может быть, я сам над собой посмеюсь, скажу: слышь, Иванов, что ты там пургу гнал? Годный инструмент. Если у тебя руки кривые, с первого раза не смог, люди-то, вот смотри, умеют, могут? Да, ребят, может быть, так и будет. Но вот сейчас я к этому отношусь именно так. В любом случае, я радый, я довольный, что у меня получилось, и что у меня сейчас вот все хорошо, и все прекрасно. И весь я из себя прям такой бритый и довольный. Ух. Ну, на этом разрешите с вами попрощаться. Как я уже говорил, на ближайшем стриме вы сможете повстречаться с многими героями этого обзора, но, конечно, не со всеми. Поэтому добра, счастья, радости, берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч. Пока-пока. С вами был я, Вадим. Берегите себя.